А в названии стрима я вспомнил, что я написал. Ну, по традиции, в начале стрима поясняю за название стрима. Что вдохновило меня под свет свечей на название стрима. Название стрима звучит как а, «Трон Гитлера из «Игры престолов». Понятно. Идеей для этого названия послужила, ну, вообще целая серия нахрюков, связанных с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Ну, я бы не сказал даже, что тут часть из этого нахрюки, да. Ну, тим не менше, Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, получил какую-то синекуру должность в Гарварде. В Гарварде. И эта новость активно кругом распедалилась, все возбудились. Как так, блядь, начудили и уезжают за границу жить? Так и будет, конечно, уедут. Ну, я это никогда не знаю. Странно, что это все время для всех открытие. Как вы себе это представляли? Главное, как бы вы сами поступили в таких условиях. Вот представьте себя министром иностранных дел, посмотрите его интервью, послушайте, как они себя воспринимают. То есть ты работал реально, там ночами не спал, серьезное давление на тебя оказывалось. Должность, которая требует от тебя очень серьезных качеств, как ни крути, да. Ты считаешь, что ты очень сильно работал, и это логично. И вот такие обстоятельства там, да, все куда-то движется там так. Ну и даже если реально движется и когда-нибудь придвижется, конечно, ты, ну, попытаешься себя однозначно спасти. И при этом будешь честен с собой, скорее всего, да. То есть я все, что мог, сделал, все, я ухожу. И забираю всех родственников. Ну, в общем, все время этот разговор, я вам всегда говорил, что несмотря на любые политтехнологические уловки, да, их нужно все равно требовать таких действий, да. Как вот недавно спрашивали, ну вот этот Кнур, спикер парламента, Руслан Стефанчук, его спрашивали недавно, ну что ты, Кнуряка, получил ли ты 1000, как собираешься и потратить? Помните, как вот это была передача с Кузьмой Скрябиным, вот это Шейканемо, там что-то, там 1000 была, и мы... И вот это его так и спрашивают, 1000, як ви її потратите? Он смеется, говорит, хе-хе, ну пока что еще не получал, ну что там, как получим, то я ее прожру, да и все. Как-то плюс-минус так он ответил. Понятно, что 1000 это, наверное, его жизнь в минуту, да, там 1000 поглощает, наверное, если не больше. Но, тем не менее, довольно на самом деле это был удачный вопрос, ироничный, потому что я все время говорил, что вот это животное, да, это один из тех персонажей, да, их в парламенте там много, который получает компенсацию за жилье в Киеве, при этом жилье в Киеве имея. Но государство, оно компенсирует по закону о Раде Верховной, оно депутатам компенсирует стоимость жилья. Вот, и он эти деньги не стесняется и получает. Казалось бы, там незначительная сумма особенно, да, ну то есть для кого-то, конечно, для якогось украинца это было бы супер важные деньги, там не помню сколько и какой процент, ну что-то там до 15 тысяч вроде гривен. Для него это там капля в море, и понятно, что это смешно, но в любом случае это очень показательно у их психологии, да, и вот это я все время говорил, что успех он так и липнет, да. Важно настаивать, конечно, на том, чтобы депутаты были все-таки ближе к народу, да. Но также, настаивая на этом, делая их жизнь дискомфортнее, безусловно, настаивая на том, чтобы их жизнь становилась дискомфортнее, чтобы они становились поближе к земле, все-таки это и психологически важно, да. Потому что я всегда настаивал на том, что психологический разрыв между элитами и вами, он очень серьезный есть, и не все его до конца рефлексируют. Особенно они его не способны просто отрефлексировать, да, потому что одно дело каждый день видеть впритул, прям вот непосредственно перед своим лицом Украину, реальность Украины, видеть ее улицы, ее дворы, ее дороги, ее провинциальные точки, ее регионы, ее бюрократию, ее мобилизацию, все ее, в общем, особенности. Видеть их непосредственно пред собой это одно, и совсем другое читать об этом где-то, видеть это все из окна тонированного бронированного крузера на левых номерах, да. Это две большие разницы. И люди, естественно, которые видят это все вот так, телепортируясь. Да, видя это так, телепортируясь, значит, на этом крузере работа, рестик, в котором решаются вопросики,
там офис президента, парламент, твоя вилла, да, на Конче-Заспе. Люди, которые видят Украину так, и люди, которые видят ее непосредственно, между ними просто непреодолимый разрыв психологический в восприятии. Депутату кажется, что так жить можно и все нормально. Они многого не понимают и не осознают. И думаю, если бы осознавали, осознать это можно только, блядь, непосредственно оживший как говно, да. Как вы, то есть все остальные, да, живя там в сраной панельке еще батькивской и так далее, да. Ну, в общем, важный разрыв, и важно все время их принуждать туда, в эти каловые массы, как бы нырять. Как бы нырять очень важно. Но при этом также важно понимать, что эти все ныряния все-таки это политтехнология, да, и прям разводиться на нее не стоит. В том смысле, что даже если там они, как Кличко падал с самоката, помните, или с велосипеда, даже если они будут как в «Слуге народа» ездить на вендрике на работу, все-таки нужно понимать, что и ты вроде как едешь на велосипеде, везешь там доставку Глова, да, и он вроде едет на велосипеде, но все-таки, да, в его случае это политтехнология, а в твоем случае это вот безвыходье, да, и между вами существует нереальный разрыв, финансовый разрыв влияний, да, он супер влиятельное лицо. То есть в этом смысле, казалось бы, вот так поставь рядом, будто бы одинаково, но на самом деле очень разное, очень разное. И в этом смысле важно понимать, что каким бы там близким парнем к вам и чутким, и проницательным не казался министр иностранных дел или генерал какой-то высокопоставленный, он все равно не как вы. Вы как бы форма жизни донная, да, а ему как бы многое можно. Он очень влиятельный человек, вы никогда как бы одинаковыми не будете, в принципе, да. И удивляться этому как-то не стоит, но стоит это понимать. Просто из этого не должно исходить, что не стоит их призывать нырять в каловые массы и приближаться к нам. Призывать стоит, но и вестись самим на это же тоже не стоит, да, нам на все эти слуга народа и прочие басни. Это просто о Дмитрии Кулебе, который получает кафедры в западных каких-то университетах, да. Ну и тоже, я думаю, и вы видели какие-то дописы там, да, хоть в Твиттере, где угодно, что... Да, это был другой ряд дописов в Твиттере, где вскрылась декларация, ну тоже о восприятии людей. Вскрылась декларация Тараса Чмута, такой волонтер, ну, наверное, один из самых значимых и популярных волонтеров в Украине. Вскрылась декларация, и оказалось, что он не блаженный какой-то, да, который там побирается у церквей, и все свои деньги он сразу же отдает на свой же фонд, да. Оказалось, что у него есть бабки, оказывается, и у него есть там какие-то сбережения, и там это в долларах нормальные деньги. Люди были, блядь, вне себя от ярости. То есть, ну, тоже, наверное, нужно понимать, что, ну, все-таки такая деятельность, думаю, он заслуживает на какой-то уровень жизни, как пишут люди, не думать о том, где взять деньги, правда? Ну, там вроде все прозрачно по декларации. Просто людей именно возбудил сам момент, что у него эти деньги есть. Но это сложный разговор о волонтерах. Я всегда старался говорить именно о вопросе, насколько честна конкуренция, да, и как они эксплуатируют государственные инструменты именно в плане конкуренции, да, в этой среде волонтерских движений, да. А то, что люди конвертируют свое время, свои человека-часы, свое здоровье, свой ресурс, свою популярность в волонтерскую деятельность, оно в целом справедливо, да, и за это получают деньги, может даже и не совсем там как-то легально отчленяют от этих фондовских бабок, то это, наверное, еще довольно справедливо. Просто тут еще есть какие-то моменты, сильно я растекся, наверное, мыслью по древо, да. Тут еще есть просто какие-то моменты, что вот конкретно представители гражданского общества лучше было бы, чтобы они оставались представителями гражданского общества и занимались делами гражданского общества, конкретно борьбой с коррупцией, там, ну, в общем, наблюдали за менеджментом средств. Они пытались заменить на этом месте государство и, ну, потихоньку теми же болезнями и заражались бы, как коррупция и так далее. Ну, в общем, это уже здесь скажем так, отношения к делу не имеет. Я просто лишь пытаюсь объяснить разницу между министром иностранных дел, хоть и бывшим, и вами, при том, что он еще там такой где обстоит, надо понимать, бывшая его жена, она глава по Киевской области, что ли, осередка «Слуги», или в Киеве партии «Слуга народа», да, она в Киевраде, по-моему, сидит, или сидела, ну, в общем, там все, бля, очень серьезная семья,
И, в общем, да. Ну, первая часть этой новости, что Дмитрий Кулеба получил в этом Гарварде или каком-то таком западном университете синекуру, при том, что он постоянно катается на Запад и там толкает лекции. В этом смысле ничего не изменится. Он говорит, что я не собираюсь уезжать на Запад, у меня там несколько каких-то лекций, я буду иногда их летать давать. Думаю, это не страшно. Ну и там, если пытаться взвесить за и против, я, конечно, хотел бы, чтобы они все страдали за свои решения. Но в целом можно, думаю, сказать, что там есть какая-то эффективность есть как-то можно взвесить эффективность того, что он будет просто с лопатой, как он обещал, незламно сидеть в армии, или он будет прославлять Украину в западных университетах. Думаю, это еще вопрос дискуссионный. Хотя все время, конечно, при этих дискуссиях стоит понимать, не впадать там в крайний цинизм и понимать, конечно, что самая дорогая жертва, невосполнимая, да, самая ценная — это человеческая жизнь, и вот эта жертва, она самая главная, и с ней ничего нельзя сравнить, да. Но это же вопрос уже не об эффективности, согласитесь. Ну, в общем, вот такая новость была с Дмитрием Кулебой. И второй нахрюк, который люди серьезно вполне обсуждают себе, он в том, что у Дмитрия Кулебы есть дети, вы не поверите, и он не то чтобы их особо скрывал, как там, ну, Зеленский, вы знаете, какие у него дети? Я не особо знаю. Тут уже такая восточноевропейская тема. А вот Дмитрий Кулеба не скрывал своих детей, и вот от того, ну, я не знаю, первого брака, да, у него есть двое детей, девочка и мальчик. Мальчику уже 18 где-то лет, мальчика зовут Егор Кулеба. Якобы какой-то американский телеканал снял репортаж о том, что этот сын Дмитрия Кулебы, Егор Кулеба, купил трон, вот тот из расплавленных мечей, кто помнит, трон из «Игры престолов», купил на аукционе за какие-то там сотни тысяч долларов. Ну, я уже сразу, ну, новость для меня сразу понятна. Я уже представил, как это выглядит. Дети, о которых я ничего не знаю, дети Зеленского, представьте, да, вот там пишут дочь Зеленского. Представьте, дочь Зеленского на Мерседесе Гитлера звонит Егору Кулебе и говорит: давай я на своем Мерсе Гитлера приеду к тебе, посидим на троне из «Игры престолов» твоем. Он говорит: хорошо. Ну, понятно, новость такого уровня. Я на всякий случай решил разгуглить все-таки. Ну, чтобы убедиться в том, что это точно фейк. И удивился, ну, реально, насколько много в Украине органов государственных, да, у которых в домене gov написано, да, насколько много органов занимаются развинчением вот этих фейков, борьбой с фейками, да, контрпропагандой, или как это сказать. Ну, вы поняли, борьбой с фейками. И узнал, что вот в стратегичных коммуникациях на их сайт зашел, у них там есть развинчение всего фейка, ну и там рационально объясняют, что это, ну, фейк, в общем, грубо говоря, новость фейковая. Ну, мне не то, чтобы прям нужно было такое серьезное расследование, но тем не менее оно есть. Просто я к чему, что и там разбираются с фейками, и в Центре протидии дезинформации разбираются с фейками. Как дохуя абсолютно бесполезных нахлебников и паразитов просто продуцирует бесконечно эта власть, это просто с ума сойдешь. Можно же было, ну, унифицировать. Ну, мне кажется, нужно идти дальше и создавать, естественно, министерство борьбы с фейками. А то, ну и правда, как-то ненормально получается. И при Раді національної безпеки и обороны что-то борется с фейками, какой-то орган. И в этих стратегичных коммуникациях есть что-то, что борется с фейками. Наверное, и во все президента есть что-то, что борется с фейками. Надо однозначно Министерство борьбы с фейками. Министерство правды можно назвать его, кстати, также. Ну, в общем, вот такие, друзья, мысли по поводу Кулебы. Это то, что послужило идеей для названия стрима. Ну, довольно забавно, меня всегда улыбают такие новости на уровне с Мерседесом Гитлера, который якобы купил Зеленский. Сука. Ну да, да. Ну и всегда интересно поговорить о вот этом психологическом разрыве и о том, как всегда людей возбуждает то, что успешный мужик Дмитрий Кулеба поедет преподавать в университеты, а они тут будут в говне у разбитого корыта борсаться еще 100 лет, 510 лет. Да, друзья, посмотрел я краем глаза, ну потому что не все интервью Лаврова, которое брал у него Такер Карлсон, для этого прилетел в Москву. Я что-то там в прошлый раз наивно сказал, что будет, может быть, остро. Я
охуенно ошибался. Я так еще не знаю, часто ли я так ошибаюсь. Просто полнейший был, блядь, тухляк в стиле этого торговца калом Такера Карлсона. Просто очередных несколько часов заглядывания в рот. Может, потому что он язык не понимает. Хотя они же на английском обои говорили. Да, заглядывание в рот Лаврову. Еще вот вопрос, да, наверное, американской культуры. Но не знаю, сколько это правда. Часто можно услышать. Ну, это буквально целая прослойка людей, которые создают об этом контент. Вы наверняка его видели там. А вы знаете, что в Америке можно боссом ходить по улицам, и какая-то сумасшедшая баба в каком-то там вот этой очередной субурбии, в каком-то поселке коттеджном, выходит в белых носках на двор и начинает по нему ходить и говорит: смотрите, какие у меня чистые носки. Или: а вы знаете, что в Америке нельзя купить бутылку минералки, их продают только цистернами и вагонами. И показывают какой-то оптовый магазин, где действительно только цистерны, вагоны и канистры продаются. Ну и такая целая типа пачка хуйни какая-то. Ну и вот в рамках таких же мифов, знаете, существует миф о том, что все американцы... Ну я не знаю, сколько это миф, но на мой взгляд поебень полная. Такая же хуйня о том, что все американцы лицемерные, у них вот эти смолтоки, ну и вообще, ну, блядь, буквально смотришь, просто невозможно смотреть. Сидит этот Такер Карлсон и просто несколько часов заглядывает в рот этому Лаврову. И это остро, это не то слово, это просто полный кал, который невозможно смотреть. Он сидит так: о, типа, о, да-да-да, о, да-да-да. Полная поебень, короче. Жаль потраченного времени, которое я на это потратил. Потраченного времени, конечно, жаль. Ну, в общем, остро не вышло совершенно. Все старые телеги про там самоопределение наций, народов, мы это уже много раз слышали, ничего особо интересного нет. Из интересного только, что Лавров, наверное, подготовился и, ну, просто пытаюсь хоть что-то интересное выделить. Это то, что он, очень интересно, его спросили о жертвах, потерях там в войне, насколько эта война истребляет реально украинцев, и Лавров очень интересно статистически сыграл, да. Может, конечно, аудитория не та, но тем не менее, он взял цифры, ну, вы, наверное, видели, жертв в Газе, в секторе Газа, не группе, а регионе, да, в секторе Газа, и сопоставил их со словами Зеленского самого, да. Очень интересно, хитро сыграл он в этом моменте. Ну, это такие мелочи. Это такие мелочи. В общем, кал потраченного времени жаль. Откровенно, очередные бесполезные занятые гигабайты в сети интернет на серверах YouTube. В общем, вот такой положняк. Да. Ну, в общем, Ермак покоряет, ну, не Сибирь, Запад. Запад. Ермак поехал на поклон челом бить туда, к трамповским кадрам. Ну, вы знаете, интересно, что в делегации уже неотъемлемой какой-то частью везде фигурирует Заривна. Украинская оппозиция критикует этот подход, говорит, что кто такая-то Заривна? Это какой-то коммуникационный там менеджер в офисе президента Ермаковский. Критикуют его за то, что она выступала в ООН. В ООН, а Кислица, представитель Украины в ООН, сидел сзади там в телефон, что-то пялил. Ну, выступает и выступает. Я понимаю, почему так. У меня есть на это ответ, потому что она знает английский, например, неплохо. Я думаю, с этим связано, кстати. Да, ну и также ее взяли и туда тоже. Ну, это я тоже понимаю, почему. И мы хорошо знаем, какие есть сильные стороны у нашего региона. Одна из них однозначно, ну, я не буду говорить, это все по теме ядерных физиков. В общем, Ермак покоряет Запад, пока что об этом есть только статья Политико, которая говорит, что нормально пообщались, оправдание, эти ожидания Ермака, они были оправданы. Ну, это на данный момент нужно, наверное, сказать, что на завтра, да, ожидается потенциально, возможно, встреча Трампа и Зеленского в Париже по случаю открытия отреставрированного Нотр-Дам-де-Пари. Интересно. Наверное, ну не очень. Ну, в общем, вот такие новости, друзья. Про Дмитрия Кулебу куда интереснее. Обратил внимание, кто-то скинул в чате в Телеграме, что пропал Илья Богданов. Илья Богданов — это такой ФСБшник, который с 2014 года воюет за Украину. Загадочный человек. В общем, этот Илья Богданов, он вроде то ли глава, то ли сотрудник пресс-службы РДК. Да, он там был что-то контужен, ранен, и после этого уже не воюет. Ну, воевал во время полномасштабного вторжения, воевал до этого в АТО. Он сейчас уже не воюет, там что-то чи контужен, чи ранен, и вот эта пресс-служба. Держит он ресторан в Киеве, Пянсе корейской кухни, который недавно сожгли на Подоле.
Вот. И теперь он пропал без вести. Пропал без вести. Ну, я, честно говоря, думаю, просто исходя из слов, честно говоря, самого этого Богданова, да, что, наверное, потом он окажется жив, и мы это уже проходили, как с Бабченко будет, потому что там он все время описывал, как плотно он взаимодействует зі Службой безпеки, и мне что-то подсказывает, что это инсценировка. Ну, в общем, проверим. Проверим. Не верю в его там похищение в Киеве или что такое. К тому же за этими людьми особый присмотр. Так что, в общем, вот такие новости. Следующая новость тоже многое нам говорит о качестве державного управления. Это то, что консульства украинские за кордоном, они отказывают 18-летним пацанам в получении паспорта Украины. А связано это с тем, что они не стали на военный учет, потому что сейчас хуй ты там станешь за границей. А без поставки на военный учет паспорт они выдавать отказываются. Это там обсуждают в парламентском комитете сейчас. Ну, конечно, не торопятся особо. Омбудсмен по правам человека в парламенте Лубенец говорит, что это порядок, вообще все нормально, так как мы вообще против дискредитации людей, а если мы как-то упростим 18-летним гражданам за границей получение паспорта, то это будет дискредитация по отношению к 18-летним знедолным, которые остались в Украине. Читая это, конечно, охуеваешь окончательно. Ну, то есть, давно мы говорили, что очень странная тактика по отношению к уехавшим людям. Обиделся, блядь, Зеленский, обиделся Ермак, все обиделись. Несет это большой урон Украине, однозначно. Но когда читаешь такое, блядь, уже про 18-летних людей, нужно ли говорить, что любое государство, оно охотится за молодыми людьми? Это самое ценное. Потому что приехавшие старики, репатриировавшиеся там или, блядь, приехавшие как беженцы, это просто бремя экономическое, да? То есть они приехали, просто получают выплаты, пенсию, все. Охуенно. То есть это им не очень на самом-то деле круто, не очень кайфово. То ли дело молодые люди, еще и 18 лет, самый сок, да, которые однозначно будут работать, которых еще можно обучить. Это супер ценно. Любое государство охуеть как охотится за такими людьми. Что мы же, имея несколько тысяч этих людей, постоянно уменьшающееся их количество, мы ими, блядь, разбрасываемся. Ну, в общем, я не знаю, это тяжело все комментировать, потому что, ну, руки опускаются, реально. Особенно читать больно вот эти строчки, что парламентский комитет будет заслушивать. Вы пока там, блядь, будете заслушивать свою хуйню, уже некому будете паспорта сраные выдавать. Те люди там, конечно, легко легализуются. Когда ты молодой, для тебя это, когда тебе 18 лет, для тебя это не составит никакого, блядь, труда. Опять-таки, слушать эту хуйню абсолютно беспонтовую, популистскую про недискредитацию людей в стране, в которой дискредитация, это повсеместно встречается везде. Слушать ее там, где не надо, так бы он рассказывал это про, блядь, Кулебу, который там за границу катается, или генералов, которые реально списываются с армии. Это еще, ладно, одно. Про народных депутатов, блогеров, всяких их там, блядь, медийную обслугу, которая постоянно ездит за границу под видой какого-то волонтерства. Ладно, это еще одно, но, блядь, здесь это вставлять реально... Понятно, что никто из этих людей не поедет в Украину проходить ВЛК, они же не ебанутые, они хотят жить там, развиваться, а не остаться в Украине. Ну и воевать за то все, что я описал. В общем, абсолютно тупорылейший подход, который, конечно, лишает нас, уменьшает наши шансы какие-то на то, что люди эти вернутся потом, когда война закончится. Конечно, они будут пытаться, ну, у них не остается абсолютно выбора. И те страны, все юрисдикции, они, конечно, будут их довольно рады принять, потому что молодые люди это намного лучше, чем разные древние деды там и так далее. В общем, не знаю, руки опускаются, и еще и слушать такие комментарии, что они там что-то, блядь, обсуждают в парламентском комитете. Что? Вот представим, как это обсуждение в парламентском комитете будет выглядеть. О, у нас есть несколько тысяч молодых 18-летних людей, которые как бы испытывают трудности с получением украинского паспорта и, вероятно, будут получать документы других стран. О, да, это проблема, но мы же не можем дискредитировать людей. Да, не можем. Ну ладно, тогда что ж, хуй с ними, пускай разъезжаются нахуй. Нам они не нужны. То просто это даже не то, что там преступление, да, это, блядь, преступление против целых поколений украинцев в будущем, да, которые из-за этого, блядь, откровенно недополучат просто из-за такой глупой, ну, просто предательской какой-то политики. В общем, нема слов.
Хорошо. Мудинец. Мудинец. Політична криза у Франции. Ну, вы, наверное, все видели. Правительство. Парламент отправил в отставку. Парламент, который сам недавно Макрон. Какой был мув, как писали, да, Макрон, какой искусный ебатель. Парламент пук, сейчас новый соберет. Какой он крутой. Макрон Деголь. Деголь, вот сейчас у Деголя там, блядь, проблемы начались какие-то. Ну, ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего. Хорошо, идем дальше. Ну, нардеп Гурин не должен. Что вы ожидали, друзья, от народного депутата, который в Твиттере пишет? Дмитро Гурин, нардеп. Вот это всегда меня интересовало, что очень часто, и действительно, и об этом и я говорил, народные депутаты используют такой хитрый метод голосовать против, они это так называют, как не вставлять, блядь, там карточку, или вставлять и не голосовать, или типа выйти покурить на момент голосования. Важно понимать, что реально это, скажем так, это политический жест. И против, это против голос, против. Если это не голос против, то это не голос против. Это типа важний момент. Да? Но тим не менее, щось йому таке закидають. Не натискав кнопку, я достав картку. Це все форми проголосувати проти. Проти. Деталі особливо не важливі. Це внутрішньофракційний внутряк. Тобто внутріфракційно їх там нардепов заставляють іменно, ну типа, якщо как-то, то только не против, только не против. Ну і далі он там просто все можна довго читати, но в кінці він говорить, що у мене немає задачі відповідати вашим очікуванням, хоча є все-таки, он народний депутат. Даже, не знаю, после той хуйни, даже, ну, в смысле, про детей цих 18-летних, даже, наверное, нет понту абсолютно никакого на этом акцентироваться. Кого-то удивляют такие ответы народного депутата слуги урода, что он, в принципе, нам не должен ніяк звітувати, то это, в принципе, не дивно. Дрон пекла, да, про дрон пекла уже говорили, нормально развивается авиамодельные кружки в Украине. Ну и нардеп Аня Скороход тоже напоследок, как вишенка на торте, говорит, что нелегально с Украины спетляла 1,2 миллиона мужчин. Интересно, что такое нелегально, и, ну, многие люди, вот, что за ним скрывается, просто ушли горами, да, потому что те, что легально, то тоже за деньги, это, я думаю, понятно. Но просто многие люди кинулись из этих 1,2 миллиона, там, множить в стопчик и высчитать долларовую сумму, которую получили из этого кто-то, да. Ну, тоже интересно, тоже интересно. В общем, вот такие, друзья, новины закончились. Сам читаешь, самому плохо становится. Но, слава богу, это означает, что... Значит, стрим наш скоро закончится, и что-то хорошее все-таки есть. Да, ну это те слова, которые я перед новостями читал. То, конечно, был Дмитрий Кулеба, который рассказывал, что из-за того, что я сейчас поехал куда-то там, хуй знает куда и хуй знает кому, продвигать безальтернативность НАТО для Украины, видите, именно сейчас против меня активизировалась ИПСО, информационные компании, что я купил Мерседес, там трон, блядь, из Игры Престолов мой сын купил, и что я собираюсь бросить украинцев и жить за кордоном. Я всегда думаю, эта тема педалирования с лопатами, пацаны, каждый наш чиновник дохуя говорил разных бравадных вещей, что мы за ценой не постоим, и зубами рвать будем, и лопатами забивать, но именно Дмитрию Кулебе всегда это вспоминают, насколько тут реально роль есть там офиса президента, которые боятся его политических амбиций, продвигания этой темы с кулебовской лопатой. Что там еще пчелы были, помните, пчелы, которые будут поля засеивать минные. Ну, как, будут засеивать дронами поля минные медоносными растениями, а пчелы будут мед собирать, и мы будем самой богатой страной на земле медом продавать ее. Мед есть, аж жопа слипнется так. Денис тоже мог бы ездить в Гарвард, давать лекции про выборный ценз. Да я когда смотрю, кто туда ездит, я думаю, любой, блядь, мог бы ездить в Гарвард и давать там беспонтовые лекции. Просто интересно, я столько знаю людей со сложными мнениями оппозиционными, которые где-то преподают в западных университетах, там в Лиге Плюща, еще где-то. Почему они никогда не приходят на такие всякие курятники, куда приезжает Кулеба и не скажут ему что-то оппозитно его мнению, да, какому-то бредовому? Ведь там свобода слова, и никто ему не помешает это сказать. Они все это там пишут где-то в телеграм-каналах, но никто никогда не соприкасается. Это будто два каких-то отдельных мира. Добрый вечер, ждал, что орешник долетит. Не. Обещали ж предупреждать об орешнике. Раз не предупреждали, значит не будет, правильно? Я рассуждаю, че не. Право нации на блины с лопаты. Ха. Надеюсь, что Лек Фридман не будет так кивать за... Чувак,
Блядь, интервью Лекса Фридмана, ну, Зеленского, которое возьмет Лекс Фридман, если такое будет, оно будет выглядеть как: вы лидер-спаситель нации, отец всех украинцев, кормчий Украины и так далее. Ну, думаю, в таких тонах будет. Ну и ладно, в принципе, я к президенту лично ничего особо не требую и ничего не жду. По нему видно, що він страдає. Андрій Борис зайнятий і не вирішив, яку відмашку дати. Так от вони імітують діяльність. Як скажете, так ні. Так швиденько і проголосують. Саме так, Макрон Дегой. Та знаємо ми внутряк. Треба, як шеф каже, як конверта дадуть, да. І похуй, що вони там хочуть. Парламентаризм потужний, незламний, щоб не жати проти. Вийду покурю, да. Да. Сейчас опять говном баки заливать людям сидеть, блядь, 3 часа, ты понял? Это кошмар. Наверное, надо опять перерывчика взять, короче, недельного. Заодно бросить курить за это время, потому что вот вчера целый день не курил, сегодня планировал не курить, но, сука, не выдержал, не сдержался. Брови подмалювал. Ой, блядь, давайте без этой хуйни, это самое. Оно все для этого создано, чтобы мы это обсуждали, блядь, сидели, короче, типа, похуй. Было и было. Блядь, сука, нет. Ну, полчата посвящено за молодежки этой хуйне, бровям, блядь, глазу бога, блядь, чему-то хуйне. Здорово работягам, да. Работяг как раз смена кончилась. Я тоже рад вас видеть. Не от чистого сердца, да, там не полностью, но все же рад. Скорее рад, чем не рад, правда. Отзывы, полтос. Сразу спасибо за полтос. Полтос это хорошо, полтос это всегда душу греет. Какой же новый Индиана Джонс шедевр? Сталкер 2 на его фоне Индус Гейминг. А я понял, что загорелся идеей купить все серии метро пройти. Ну что, сука, стрельнуло. Но, наверное, этого тоже не будет. Бонжур, бонжур. Всем рад всех видеть. Всем привет. Святий Миколай, прошу принести моїм рідним 3 коробки в першу. Поклади глаз Бога в другу, за молодіжку, в третю салфетки, щоб лицо витирать. Браво, браво. Ой, блядь. Бровик. Блядь, давайте без бровиков, мужики. Давайте такие стоп-слова вводим. Ну как, запретные. Слова в блэк-листе нашем, да? Брови красишь. Макияж. Глаз Бога. The молодежка. Вроде бы все. У вас вроде какой-то депутат кричал, чтобы сделать Министерство потужности и Министерство незламности. Это реально? Это реально. Ну, я думаю, он в шутку кричал. Вряд ли он имел в виду действительно, чтобы создали. Кто такой брови красишь? Ну, слышал, такой был этот экстремист-террорист норвежский. Сейчас в тюрьме сидит. Он, кстати, Z поддержал. Бровик. Это он, брови красишь. Самое крутое поздравление у меня сегодня у друга день народження. Давайте напряжем мозг и придумаем самое крутое ему поздравление, я ему его отправлю. Про Кулебу будет новость? Конечно, в названии уже заложено. По традиции в пятницу предлагаю бахнуть, ну если ты имеешь в виду министра иностранных дел бывшего. По традиции в пятницу предлагаю бахнуть пивка за договорничковые мероприятия. Хорошо. А ким він працює? Військовослужбовцем Збройних сил, блядь, України. Орешник красишь? Блядь, ну мужики. Как сказал, красишь тоже давайте слово в блэк-лист. Как думаешь, как сейчас большинство украинцев оценивают роль своих предков во Второй мировой войне? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, знаешь, Украина, она сильно расслоилась на 2 мира, да? Мир реальности и настроений громадян, и настроений элит и их нарратива, которые они выстраивают. Это 2 нахуй очень расслоившихся мира, да? Народный депутат Украины Марьяна Безугла пишет, что наши предки в Краивках, и мы продолжаем типа их борьбу. Хотя понятно, что у большинства украинцев предки не были в Краивках. И не то, что у большинства, да, супер мизерное, ничтожно малое меньшинство предков было в Краивках.
Ну, да, понятно. Официальный погляд влады, он плюс-минус вот такой, да? То есть далекий очень от реальности. Ну, как украинцы оценивают? Да никак. Стараются об этом не думать. Діточок як гуманітарки у Львівочок. Вчера вышел новый мульт от DC. Монстры, командос, там всякие отбросы. Из отряда самоубийц поехали в вымышленную славянскую говноматрасию миротворцами. Реально? Ты шутку шутишь. Друзі, ще раз, будь ласка, предложите сьогодні день рождения у людини мені привітання, будь ласка. Я його відправив би, було б здорово. Хтось з моїх предків був в НКВС. Так що, може, бували в Криївках, але є нюанс. Інтересно. Ну, наверное, предков среди украинцев, предков в НКВД было больше, чем предков в Криевках. Но это мелочи. Видел там Портников, согласился на дебаты с Любарским в центре Харькова. Реально? Не видел, но это жестко. Прикольно, що вони такі движухи мутять, да? У мене один прадід електриком був, а інший комунячну владу впроваджував у місті. Отака історія. Не знаю, где вы таких историй находите в плане, чтобы у всех прадед, дед был... Я понимаю, был репрессован, это массовое явление, но чтобы был электриком, это, конечно, мне кажется, не всегда соответствует действительности. Просто даже из тех, кто нас смотрит в чате, из тех, кто написал, уже получается, блядь, что половина за немцев воевала. Это серьезно. Да, коричневый пиджак, коричневая чума ширится, ширится. Да, сейчас у кого-то нет света, у меня не было света, не было. Щоб побратим не підводили, здоров'я побільше і нервих стальних як канаты. Ну, наверное, он поймет, что я такое не мог бы сказать. Ники Джон опять спрашивает. Привет, в Дискорд сможешь зайти после стрима? Надеюсь, что да, но не уверен, никогда ничего не могу обещать. Ну, в общем, я что-то типа пытался скомбинировать из ваших поздравлений. Получилось так, что с днем рождения какое-то поздравление вычитал, но забыл. Там так, чтобы хуй был как стальной канат, и что-то там, чтобы не подводили, ну и чтобы дембель был поскорее. Вот. Кстати, если Милей отменил госфинансирование партии, то это получается, они все теперь представляют олигархов. Да, получается так, блин, да. Это как медиа, да, это не без госфинансирования, блядь. Получается, все представляют олигархов, что ж тут сделаешь. У меня один прадед был политруком и пропал в киевском котле. Я с безуглый родственник, получается? Не, ну Краивки и политрук разные вещи, хотя я думаю, что у нее родичи, наверное, какие-то были. Реально, да, ну, короче, какие-то были, думаю. Интегрированные, скажем так, в советскую систему государственную. Орешник с Билибанкой, Огурцов на расслабоне, классика, в который раз подтверждается, в который раз подтверждаются слова, от, блядь, забыл, как его звать, сука. Ну, с Маузером, который сидит прямо там в кресле на ютюбе, блядь. Сука, ну память это вообще позорище. Шаломин, да. Шаломин, а как правильно? Солонин, о, точно. Да, Солонин прав, видите, подтверждается. Они запустили, а она ебанулась где-то там сразу же на вылете. Вот так. Buffalo Bill пише чекаю, в сенсі від візиту Андрія Борисовича Єрмака до Сполучених Штатів. Чекаю, що Андрій Борисович вибере для своєї країни найкращі умови. А от Україні пізда. Надеюсь, что условием Трампа для каких-то взаимодействий с Украиной будет уволить нахуй Ермака, а лучше посадить. Да зачем? Удобно, наоборот, ему сказал, делают. Бабушка сбила ракету, орешник пауэрбанка. И цвет 25-го года, цвет говноматрасе. Я видел, да, Пантон. Патон цвет выбрал, я видел, цвет говна. Ну, логично. Ждем нюхачі договорняка, сьогодні тільки мікронюхачі. Чекаю апокаліпсис, може він хоч щось змінить. Ні, а Солонін, да, ну поздно. Ви написали, якщо посольство не закрили, то горіхів не буде. Як же ж воно називається? Кличко, да. Так он уже опроверг, Владислав. Я там даже не стал зацикливаться на этом кулебе. Пацаны, вы себя с бывшим министром иностранных дел и свою жизнь гойскую не сравнивайте вообще. Это разные абсолютно величины. Это смешно, когда вы вот туда там что-то... Как он, блядь? Это как вот претензии к Залужному. А как он из армии ушел? Кверху каком нахуй.
Белая елка на Софиевке. Вроде прикольно, а вроде нелепо выглядит без снега. Ну, снег будет, правильно. А елка... Нравится вам елочка, что тут сказать? Друзья, еще раз напоминаю, что сегодня у нас в чате есть блэк-лист слов. Блэк-лист слов, словосочетаний, фраз. Какие фразы туда входят? Давайте их перечислим. Имя Максим. Брови, бровки накрашенные, накрасить. Макияж, макияж. Глаз Бога, глаз Бога. Зе молодежка. И вроде бы все. Очко сатаны. Да, понял. Не, цпа еще бы в ЧС навсегда. Цпа, она в перманентном ЧСе, пацаны. Ну, в чат не надо писать лучше. То потом, блять. Ми знаємо, що нам треба на також сусіда дивитися, питатися, чого він мобілізований, а я ні. Саме так. Саме так. А бывший министр, это же, блядь, бывший министр, ебена мать. Он полезней там, где он есть. Он будет продвигать статус Украины среди студентов Гарварда, да? Как это может сравниться там? К тому же, как воин, он, наверное, плохой был бы, да? То ли дело там вот эти деды, правда? Атухис. Атухис можно. Тухис хорошее слово. Какую-то пешку в партии Слуга народа. Это, знаешь, шахматист на приеме у проктолога. Видал крылатую ракету пекла? Ты понял? Я даже выписал пунктик в блокноте. Ну, что-то, знаешь, кроме улыбки ничего не вызывает, блядь. Достижение авиамодельного кружка Украины, которой досталась такая промышленная база и технологическая от Советского Союза. Китайский двигатель, блядь, ну, буквально авиамодельный. Не о чем тут говорить. Все, больше я этот пункт, наверное, не буду упоминать. Элиты в широком смысле от потери суверенитета Украины потеряют больше, чем обычные бичи, но при этом воевать не бегут. Но если это утверждение, то, конечно, ну просто ты понимаешь же, да, что если ты сам побежишь воевать, то ты вообще можешь вмерти. И комфорт потерять. Смысл все теряет тогда. За кого голосовать, если будут выборы? Хороший вопрос, голосуй за наших. Ну и вторая новость, это Сирия, да, на Сирию супер похуй. У нас за Соскина голосовать не надо, за Соскина голосовать. Всем сахарным помад... О, привет, Желток, ознакомься, что сахарная помада тоже. Помада, все, что связано с макияжем сегодня в блэк-листе. Да, я только что спал, и мне приснилось, что мы с тобой по звонку говорили, обсуждали какую-то хуйту класика. Україна відкидає безпідставні звинувачення Ірану, нібито підтримці повстанців в Сирії. Ну да, Иран пошел нахуй, это правильно. Залужный чи Разумков? Да все плохо, типа в чем выбор? Ну ладно, Разумков хотя бы давно ведет такую опозиційну політичну діяльність. Ну тоже, это на любителей. Если вы підтримуєте активно ЛГБТ, то Разумков. А Залужный он даже не проявляет пока что никаких политических амбиций, правда? Ну, по-моему, я бы тоже его... Ну, мне он не нравится, все, что могу вам сказать. Но много раз говорил, что не надо переоценивать там эту силу вообще, да, вашего выбора. Голосовать за военных, в принципе, не самая лучшая идея. Ну, в следующих выборах ты так или иначе будешь. Ну, в смысле, на парламентских точно голосовать за военных где-то там или не там. Ну, просто, мне кажется, что нужно понимать, что нужно разделить сначала два мира, да. Мир политической борьбы и мир, типа, вообще военный, да. Реально власть военных это все-таки военный переворот, хунта, да. А вне этого это все-таки власть политиков. И когда вы голосуете за военных, вы уже голосуете, ну, за политиков, да, которых просто есть там военные в том числе. В этом смысле, ну, на парламентских выборах, наверное, везде, да, буквально вплоть до квоты, ну, будет какой-то процент военных в партиях, ну, людей в пикселе. Так что тут тоже нечего сказать. Думаю, это не стоит там серьезного обсуждения. Так воювати в итоге будуть всі, ну всі, кого поймають. Кадрові військові мають профдеформацію. Ну, ті, хто мають профдеформацію, в політиці не приживуться, я думаю. Какой положняк по черным полковникам, Пиночету и турецким 5 переворотам от армии. Да, наверное, не очень хороший в целом. Не хотелось бы такой судьбы, так или иначе. Ермак приедет сюда назад и объявит мобилизацию с 18, как в Ферги Тайм. Хорошее мнение. Что там Кинь Пупы рассказывал? Ух, ебать. Здорово, нравится тебя слушать? Прикольный чел.
Чел, забавно шутишь, блин. Шутишь-то забавно, знаєш, як говорять, сміх сміхом, а пізда кверху мехом. Скажи краще, що ти очікуєш від зустрічі Трампа з європейськими лідерами та Зе на відкритті Нотр-Даму? Я ничего не жду, ничего ни во что уже не верю. Не верю, что он умер. Я чувствую его энергетику. Он с нами. Мунтян чи Чиназис? Чиназис Саунтрес. В постсовке такого не бывает, конечно. Ну, всякое бывает в первый раз. Вразила зрада від нашого козака Такера Карлсона. Карлсон, который живет на московские деньги, естественно. По отмене выборов в Румынии неплохой мув. Ну, перенимают лучшие практики, естественно. Лишь бы Нотр-Дам опять не сгорела после приезда пана президента. Было бы круто, если бы там вот это, драг-шоу провели. Всем лидерам. Мощное, такое, как умеют во Франции. Шоу драг-квин, ну или как это сказать. Ну, вы поняли. Ну, ты написал что-то. Если Ферги Тайм, то кто тогда Оле Гунер Сулшер в этой ситуации? Гунер Сулшер это я. Квир, ты пишешь драг-квир. Квир это корпус вартовых исламской революции. Как относишься к Илье Новикову? Я не знаю, кто это. Напиши, кто это, может, я скажу. Я знаю только, кто такой Илья Мэдисон. Людей много с фамилией Новиков, честно говоря, в мире. Удивительное их количество. Интересно, до речі, що какой-то реакции украинской что-то я не слышу на тему того, что Такер Карлсон берет интервью у российского преступника, министра иностранных дел, пособника. Ну, даже и пособником не назовешь. Буквально преступник. Где там ноты протеста-то, ёбаный свет? Не, ну так я не про ТГ канали, я про офіційну реакцію української держави, да? Щоб міністр іностранних дел, да, міністр закордонних справ Сівоха пиздил тред, дал ему, блядь. Ну, в целом, как относишься к людям, которые стараются быть большими украинцами, чем сами украинцы? Ну, как говно обычно, да, потому что у них сразу интерес появляется, когда ты впрягся, когда ты все поставил, ну, в смысле, все поставил на зеро, и сидишь потом где-то, и от этого зависит твое будущее, то ты потом как бы неадекватно, получается, это начинает выглядеть так, что ты уже совсем чужими руками требуешь как бы чего-то для себя полезного, да. В итоге потом получаются такие вещи, что эти люди доказывают каким-то украинцам, почему они не правы. Хотя тут у них и моральных прав меньше, да и юридических тоже. Это просто вопрос карьеры, вне там их политического будущего. Понятно, что впрягаясь в такую историю, да, делая такую ставку, свое политическое будущее в России, ну, они делают очень маловероятным, скажем так, маловероятным. Так что обычно это какой-то вопрос заработка денег. А обсуждали, что ли, Фридман обещал взять интервью у Зеленского и у Путина? А что тут обсуждать? Какой-то прошлый стрим был этому посвящен. Ну, что тут обсуждать? Позапрошлый стрим был этому посвящен. Что тут обсуждать? Не встречал таких людей. Ну, вот включи канал на Ютубе. Ну, или как он там. Хуй знает, где он вещает этот, блядь. Майкл Наки. Майкл Наки и Жинка его разъебашвили, так сказать. Ліново якийсь народна, а ціна королівська. Да, неправда, блядь. Цена, по-моему, самая донная, реально. Этот ноут по соотношениям характеристик цена самый был, блядь, хороший. Для таких бомжей, как я, как раз. Как там YouTube вообще твой? Я ж не могу VPN включить, я с мобильника неудобно. YouTube, да, работает. Было недавно 777 подписчиков. Люди иногда подписываются, иногда отписываются. Списываются. Да, друзья, вернул трансляцию. Простите, наебнулся компьютер. Просто погас экран. Ну, что-то с процессором произошло, как я понял. Крашнулось, так скажем. Просто помнится, что Зеленский отказался от интервью Карлсону именно из-за интервью Путину. В этот раз затерпит, но уже деваться некуда. Хотя не уверен, что Фридман сможет взять интервью у Путина. Во-во-во. Грузинский дипстейт хуярит, инет хуярит. Ну, что ты хочешь. Сивоха смешнее, чем Сибига. Я забываю, что он Сибига. Но вообще Сибига разные есть Сибиги в Украине. Я знаю дохуя Сибиг. Кто такой Фридман? Да, олигарх российский. В Україні мінеральну воду продает. Я щось нажав і все зникло. Саме так, друзі, саме так. Ну все, это считайте как новая трансляция, можете заново донатить. Lenovo Легионы хорошие. Ну, неплохие, просто надо понимать, что ты
Если платишь за такую видеокарту и такой процессор и так далее, да, то будь готов, что что-то будет принесено в жертву. Например, матрица экрана и вебка, и вообще все остальное, батарея. Кстати, Денис с днюхой силы воли и быстрейшего договорняка, не понял, с чем это связано. Я поздравления искал человеку, у меня день рождения хуй знает когда, блядь. Например, девственность. Пожертвовать типа девственности. Легион это ж типа игровой ноут, поэтому на батарею похуй, все равно от зарядки играть не будешь. Ну да. Да, ну просто когда я покупал, я не думал, что свет будет, блядь, пропадать, честно вам скажу. Не, запретные слова все так же актуальны. Нихуя себе. Какая-то тупо жидкость, блядь, скопилась мощная такая, блядь. Да. Забыл, что написал в кружку, да тут прям уже накакал. Да, качкам провел аж 2 обогревателя. Денщик слазит, это смешно. Шарі, 2 солдата Збройних сил України, подаючи обучення в Іспанії, збіжали. Цікаво, які дипломатичні наслідки в таких ситуаціях можуть бути. Да, они постоянно сбегают, и никаких наслідків тут быть не может. Ну, статистично такая, скажем, ну не похибка, ну типа, такая строка в статистике, что тут сделаешь. Кроме того, что сильнее их охранять и выпускать менее рискованных, ничего на ум не придет. Давайте весь стрим перечислять запретки. Давайте перечислять запретки за запретку. Ну, сбежали и сбежали, что бубнить-то, совершенно верно. Видел украинских пленных, выстроенных перед Кадыровым? Да, видел, блядь. Что нас в этом может удивить, в этой дикухе совершенной. Ця новина в мене написана, але так бігла, там ніхуй обсуждать. Збіжала і збіжала, чу бубніть-то. Чу бу 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 бу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Не надо бубнеть и дестабилизировать, блядь. Не надо. Знающие люди сказали, что нужно просто потерпеть. Скоро фронт стабилизируют. Рубль опустят и будут держать. Вместе с ценами на нефть. Нужно, блядь, немного подождать и не дестабилизировать. Вот и вся опиния. Да, то ли дело польские новости. Громадское телебачение сняло видео какое-то, которое там пытается объяснить тонкости. Я его не смотрел, сразу скажу. Пытается объяснить тонкости недопонімання Волинського. Чи закінчиться розповсюдження влади Андрія Борисовича з кінцем війни? Ну, должно закончиться. Прийде новий президент з новою командою і все, чи все буде, чи все не буде так просто? Не знаю, честно говоря. Блять, вот реально предсказать будущего не могу тебе, чувак. Тяжелый это будет процесс в любом случае. Ну, в смысле транзита власти. Тяжелый будет процесс. А ситуация такая, что власть им только, ну, скажем так, зачищая политическое пространство, выйдет удержать однозначно. Репрессиями, посадками, запугиваниями. Может, ему как завхозу там новые швабры с автоотжимом дадут или еще какой-то инвентарь. Но швабры лучше им не давать, а то они их используют не по назначению. Ну вот зачем они постоянно говорят о НАТО? Ну никто это не воспринимает всерьез. Они сами себе в ногу стреляют такими заявлениями. Для меня, чувак, это загадка. Я не знаю, блядь. Я не знаю, потому что я не ебанутый. Я не знаю, почему. Я, блядь, в душе не ебу. Не ебу абсолютно. Понятия просто не имею. Логики не вижу. Но как одна из версий, что они пытаются как-то настоять на этом решении, да, чтобы вот оно как-то проросло, а потом стало уже таким краеугольным камнем, тем самым камнем, который сможет столкнуть эго Трампа с Путиным, да, и тут уже чья возьмет. Камнем в нырте. Сколько у тебя эго в СМ? Ну такое не говорят реально. Я думаю, что такая авантюра, она просто будет стоить им и нам репутационных потерь, ни больше, ни меньше. Хотя нам ли привыкать? Буквально
пару нахуй, ну, месяцев назад, да, ви помните эту серію потужних домовленостей, на той момент реально потужних безпекових домовленостей, які зможуть забезпечити нам стійкий мир і неповторення російської агресії. Потужні договори безпекові були заключені і підписані між Україною і Францією, Україною і Британією, Україною і Канадою, Україною и еще хуевым там пачкой стран. Теперь это все типа уже не актуально. Хотя тогда это подавалось как такие достижения нереальные. И именно как раз не как достижения, которые помогут победить сейчас, потому что там все оно содержало в случае повторной войны. Мы рассмотрим вопрос поддержки Украины точно. Там оно все содержало обязательно двусторонние консультации. Ну, то есть, если на Украину нападут, то мы созвонимся, пообщаемся. Теперь оно вообще смысла, получается, не имеет, потому что они позицию радикализируют у украинская влада, дипломатичную цю линию, свою позицию здесь они радикализируют. В чем секрет, в чем смысл, непонятно. При том, що, ну, в этом смысле они и стали дальше, чем были. До речі, у вас на політології був якийсь курс психології чи біології поведінки? Біології поведінки. Ну, вже питали, блядь, відповідали про біхевіоризм. Біологія договорняка. Какой алкоголь любишь, пьешь? Ну, пиво пью, да. А вообще мой любимый коктейль джин-тоник. Поэтому я люблю джин. Україною і Білоруссю. Повідомляють, що Башар Асад покинув країну та перелетів в ОЕ, а потім перелетить у Францію, буде там чилити. Ну все, чат закончился, все закончилось. Вроде все, конец. За молодіжка. У нас, блядь, чат нахуй переможних перемогождунов, блядь. Мы наоборот, типа, антидоговорняк. Я все время скажу, что договорняк невозможен. Так що у нас, типа, анти в этом смысле зрадойобесний чат. Ладно, коротше, це повний тухіс. Друзі, всім дякую сьогодні за те, що прийшли. Був радий вас побачити. Люблю вас, цілую. До зустрічі у понеділок. Бережіть себе у ці вихідні. Ось так от, друзі. Цілую в плечі вас і до зустрічі.